первую очередь хочу поздравить всех нас с таким знаменательным событием. Это очень хороший показатель. Ровно год назад прошел первый мой практический мастер-класс по сборке мангала с двойным зубом. Был еще также теоретический мастер-класс и мастер-фест на 30-й юбилейной выставке Югбилд в Краснодаре Экспо 2020. Я со студентами проводил мастер-фест по нанесению смеси основит на огнеупорные кирпичи. Также были встречи с моими подписчиками. То есть вживую я встречался с вами и с одними из вас и общался. И в этом году я выпустил первый свой онлайн-видеокурс «Азбука печника». Мой онлайн-видеокурс состоит из двух частей: теоретической части и видео практических уроков, которые выложены в хронологическом порядке. В большинстве из этих клипов я раскрываю основные секреты сборки барбекю. Также в этом году за время пандемии, за время первого карантина, когда мы все сидели дома, я усовершенствовал свои 3D-проекты. Что это значит? Я внес все современные изменения, которые я выучил, которые я придумал, которые мне подсказывали вы, дорогие подписчики, более опытные мастера, более опытные, более квалифицированные печники. Все эти нюансы и доработки я внес в проект. Теперь мои проекты получили все самые современные технологические новшества, такие как освещение. Теперь в проекте вы увидите, как и где устанавливать лампочку. Трубы из нержавейки, в каких местах они устанавливаются, какого сечения, как их правильно собрать, из каких сегментов они состоят. Выкройки базальтовых листов, то есть какие места устанавливаются базальтовые листы, для чего. Это все есть в проекте. И также в порядовке я не только номер ряда пишу, но и также пояснительная сопроводительная записка. То есть на каждом сложном ряду в сборке барбекю комплекса есть пояснительная записка. То есть я пишу, что надо в этом ряду, на чем именно надо сконцентрировать свое внимание. Это мои проекты. Они обновились. Это тоже в этом году я сделал. Все мои проекты на моем сайте mangalyplamya.ru. Там есть каталог проектов, и под каждым проектом вы увидите кнопочку «Подробнее», нажав на которую вы посмотрите количество материалов, которые требуются для сборки данной конструкции. Друзья, наш канал растет, а это значит, что тема барбекю комплексов, мангалов, каминов, она набирает оборот, она становится все более и более популярной и более и более востребованной. Каждый мужчина мечтает, у кого есть свой частный дом или дачный участок, или просто приусадебный участок, неважно, мечтает или, может быть, хочет собрать своими руками барбекю комплекс. Конечно, перед тем, как собрать его, у человека возникает масса вопросов. И именно мой канал на это и рассчитан, чтобы человек получил как можно больше, как можно более развернутую информацию. То есть я ничего не скрываю на своем канале. По моим видеоурокам, по моим видеоклипам очень много людей собрали уже свои барбекю. Они сидели часами, может быть, даже годами изучали мои видеоролики. Все никак не решались. Но наступил тот час X, когда человек взял в руки мастерок и собрал барбекю. Только по моим видеоурокам, друзья. Это говорит о том, что канал Пламя полностью раскрыт, нет никаких секретов. А если у вас нет такой возможности, или вы просто не хотите тратить
количество дней на изучение, копание на моем канале, изучать эти ролики. Вам просто достаточно приобрести мой проект, по которому вы легко и просто, быстро соберете барбекю-комплекс любой сложности. Вы не будете тратить часы своей жизни на то, чтобы изучить эту технологию на моем канале. Ну, а если у вас есть много свободного времени, пожалуйста, изучайте. У меня есть плейлисты на моем канале. В этих плейлистах все изложено. Теория, практика, значит, по печке, по мангалам, по зубу, по всей технологии есть плейлисты. Пожалуйста, изучайте и собирайте барбекю-комплекс своей мечты. И, друзья, так как желающих построить свой барбекю-комплекс увеличивается, соответственно, и увеличивается количество вопросов лично ко мне. В комментариях просто засыпаете меня своими вопросами. Начинается от вопроса, а какой шов сделать, а как он белый, а какой цвет надо кирпичей, а это огнеупорный, а это пластичка, а это лампочка, а это окно. В общем, вот такие вопросы у меня просто обрушиваются. Я физически, я бы и рад каждому дать лично ответ, но у меня физически нет такой возможности. Поэтому я выделяю свое время на то, чтобы ответить на самые часто задаваемые вопросы и на самые, как мне кажется, более актуальные вопросы и своевременные. И вот сейчас в этом ролике я отвечу вам на 4 вопроса. Вопросы: застеклили беседку, то есть летом работала нормально барбекюшка, мангал не дымил, застеклили беседку, начал дымить. Потом холодно стало, и смесь стала долго сохнуть. Тоже у людей возникают вопросы, что делать, Михаил. Люди уже за лето построили барбекю, и теперь они устанавливают плиты под казан. У них тоже возникают вопросы, как правильно наносить, надо ли наносить клей на огнеупорный кирпич или нет. И также люди подходят уже к завершающему этапу строительства, выходят на дымоходы, и у них тоже начинаются проблемы с ветром, с плохой погодой, дымит. Что делать, какую высоту поднять, какое сечение, какой грибок или крышу, как от искр избавиться. Это тоже вопросы мне часто задают. И сейчас я на эти вопросы дам развернутый ответ. Отвечаю на первый вопрос. Застеклили беседку и начал дымить барбекю. Что произошло? Произошло то, что камину недостаточно воздуха. Не в плане того, что огонь сжигает весь кислород. Нет, не поэтому, друзья. Это заблуждение, которое очень часто даже опытные печники думают, что именно поэтому начинает дымить барбекю или камин, потому что он сжег весь кислород, и у людей и у всех кислородное голодание, и у костра тоже, и он начинает дымить. Так, нет, не из-за этого. Из-за разницы в давлении, друзья, да. Разница в давлении между улицей и помещением. Смотрите, давление воздуха стремится выровняться. Почему же происходит такая вот разница в давлении между улицей и помещением? Потому что костер, он имеет свою мощь, свою энергию. Он вылетает в трубу, тем самым засасывает за собой воздух из беседки, или из помещения. Давление воздуха имеет огромную важность. В этот момент происходит разница перепада давления. Это давление мы не ощущаем, но для дыма оно является критичным. То есть происходит какое-то нарушение баланса. Допустим, в помещении выкачивается, и вот в этот момент, когда слишком большая разница в давлении появляется, в этот момент в трубе останавливается поток, и он начинает через трубу подкачивать воздух опять в помещение. То есть реверсивная тяга, получается. То есть через трубу он подсосал воздух, давление раз, выровнялось. В этот момент вылетел дым из барбекю. Потом опять костер выкачивает, давление меняется до определенного уровня. Потом опять через трубу раз, давление выровнялось.
В этот момент опять пошел дым из барбекю. Это называется чихает камин, ну или мангал. То есть, что надо сделать для того, чтобы давление выровнялось? Достаточно самый простой и бесплатный способ просто приоткрыть окно. Чуть-чуть, буквально на 5 сантиметров. Можно верхнее открывание сделать, и этого будет достаточно. Вы визуально можете это определить. Открываете окно до тех пор, пока в верхней части портала мангала не начнет подсасывать воздух. Когда все выровнялось, вы посмотрели по времени, 5 минут прошло, и все четко. Все, значит, вот такой вот приточный канал вам надо будет сделать в беседке. То есть, что в этот момент происходит? Сколько костер высасывает воздуха, столько одномоментно и поступает в беседку. Я понимаю вас, друзья. У вас сейчас возникает масса вопросов по поводу того, что холодный воздух и будет холодно в помещении. Я не случайно сказал в начале, что это самый дешевый способ или вообще бесплатный, да? Вот, потому что есть технологии, которые позволяют подкачивать воздух теплый, подогретый. Но эта технология очень дорогая. Эта технология называется рекуперация, ну или рекуператоры. То есть, что происходит? Воздух подсасывается и нагревается. Он, конечно, не нагревается там до 20 градусов, может быть, просто в ноль выходит. Но это очень-очень дорого. Друзья, все вопросы по приточным каналам по вентиляции задавайте вентиляционщикам, тем, кто профессионально этим занимается. Я лишь даю технологию, то есть я лишь даю информацию, в чем причина. Устранить ее вы можете самостоятельно, либо же пригласить специалистов, которые этим занимаются, расчетами длины трубы, там, объема помещения. Они вам сделают все эти расчеты и порекомендуют, какой насос, там, вентилятор покупать. Это был ответ на первый вопрос. А теперь переходим ко второму вопросу. Ну, так интереснее. Значит, стало холодно, и смесь не застывает. Друзья, уже очень много прошло времени, несколько дней. Смесь какая была, такая осталась. В чем же дело? Потому что глина, ребята, в основе всех огнеупорных смесей состоит она из глины. Глина очень плохо высыхает, плохо отдает воду. Что можно сделать? Есть два способа. Первый способ, значит, это на ночь повесить вот сюда лампочку. Ну, допустим, у вас или мангал вы собираете, либо печку под казан, ну, либо духовку. Просто взять лампочку на 150 ватт, повесить вовнутрь, чтобы она светила, и закрыть все это, ну, какой-нибудь тканью там, или линолеумом, что у вас есть, бумагой можно, картоном, пленкой, неважно. Главное укутать, чтобы было там тепло. За ночь лампочка не даст остывать этому всему, ну, всей печке, вот этой, да, топки. И еще дополнительно она начнет высушивать влагу из этой глины. Особенно это актуально, если ночью уже начинаются заморозки. То есть лампочка нагревается до 300 градусов, и это тепло будет как-то там сохраняться. Второе, можно поставить пушку. Ну, она, конечно, намотает электроэнергии больше, чем лампочка. Но этот вариант еще эффективнее. Но он тоже имеет свои недостатки. То, что может выветривать, не высушивать, а выветривать. Ну, как бы не совсем нормальный этот вариант. Надо будет, чтобы эта струя не била в одно место, а поставить какую-нибудь железку там или фанеру, чтобы струя разбивалась и обдувала более равномерно всю топку. Тоже такой вариант есть. На самый маленький ставите обороты и самую низкую температуру, которую дает эта пушка. И пусть она всю ночь там кочегарит. Это вот два таких способа. И еще способ, о котором молчат многие печники, да, вот как говорят, секрет
печника. То есть печник хранит свой секрет. У каждого печника есть свой секрет. Что это за секреты? Это, друзья, нарушение технологии. Да, вот так вот. То есть у нас в книжках пишут одно, но печники с опытом работы приходят к тому, что то, что написано, не всегда работает, срабатывает. А если немножко технологию изменить, то эффект налицо. То есть что это значит? В глиняный раствор добавляют цемент. Почти все печники добавляют цемент. Да что ты, черт побери, такое несешь? И я то же самое делаю, друзья. Особенно там, где вот, дымосборник, где отрицательные нагрузки идут, там, где нависает кирпич, нужна прочность, и в то же время там уже нет такой жары. Я туда добавляю цемента. На одно ведро 10-литровой, 12-литровой огнеупорной шамотной смеси я добавляю 4 мастерка цемента. Не с горой вот такой вот, ну, вот таких вот 4 мастерочка вот с такой вот горкой. Раз, и перемешал. Все, вот такой вот эффект. Сразу схватывается, сразу высыхает. Ну, не сразу прям так высыхает, ну, прочность на лицо. Вот такая вот технология. Значит, там, где дно, там, где основная вот нагрузка термодинамическая идет, я там цемента стараюсь не добавлять. Только там, где уже меньше огня идет. Там я добавляю цемент. Тоже быстро будет высыхать. И буквально через пару дней вы увидите, как он высох и при этом крепко кирпич держится. Это я дал ответ на второй вопрос. Что делать, если смесь не высыхает? Переходим к третьему вопросу. Как поставить чугунную плиту и обложить ее кафелем или гранитом? Друзья, основная задача ваша в момент раскладки топочной камеры положить плиту чугунную и по ней уже разложить огнеупорный кирпич с минимальным выступом кирпичей за пределы чугунной плиты. Это основная ваша задача, друзья. Если вы все это правильно сделаете, то вы избавитесь от 99% проблем, когда выйдете на финиш и будете обкладывать гранитом или кафелем. Запомните, ваши размеры плиты чугунной плиты задают размер топочной камеры. Понятно, если у вас маленькая плита чугунная, то и печечка будет маленькая. Если вы хотите большую печку под казан, то и плиту должны вы, соответственно, покупать большую. Это чем больше, тем дороже плита стоит. Там от 3000 до 15 тысяч рублей чугунные плиты стоят. Значит, смотрите, купили вы плиту 60 на 60 сантиметров, положили и разложили огнеупорный кирпич с таким расчетом, чтобы огнеупорный кирпич не более 2-3 сантиметров выпирал за пределы вот этой чугунной плиты, друзья. Это очень важный момент. Бывает так, что раскладываешь, а огнеупорный кирпич торчит, вот кольцо вы самое большое сняли, а там торчит огнеупорный кирпич. Надо будет вырезать в огнеупорном кирпиче вот такие бороздочки, для того, чтобы огонь и туда тоже залетал. Почему? Объясняю. Когда вы собрали печку, положили плиту. Положить плиту тоже, кстати, не очень сложно. Это банально. Там наложили смеси огнеупорной, шнур вот так по периметру разложили. Почему шнур базальтовый? Для того, чтобы если глина у вас лопнет, да, когда-то, бац, там сантиметр щель появилась, попер дым туда, он встретится с этим базальтовым шнуром. Базальтовый шнур не лопнет. Будет более-менее останавливать этот дым. Единственная ваша задача определить высоту покрытия, финишного покрытия. Что у вас будет? Кафельная плитка или же гранит. То есть толщина финишного покрытия то есть плита чугунная и
кафель должны быть либо в одном уровне плоскости, либо же чугунная плита хотя бы на пару там, миллиметров выше, чем гранит или плитка. Почему выше? Ну, допустим, представьте, из чугуна выхлепывается жир там, или вода, да, потекла и на чугунную плиту вытекла. Шарики там образовались, вот так вот все бегает там, кипит на этой плите. Естественно, он стремится разлететься от центра в стороны. И если у вас плита ниже, чем гранит лежит или плитка, то он получается как в ванночке. То есть пока вот это все не испарится, оно будет там шипеть, шипеть, шипеть. А если у вас гранит ниже, ну или плита, да, чугунная чуть-чуть выше, то все эти капли растеклись. Все, плита сухая, ничего пара нет, ничего не горит. Вы тряпочкой вытерли, все. Это вот именно поэтому надо смотреть, чтобы у вас высота чугунной плиты была выше, чем гранит. Вы должны рассчитывать толщину финишного покрытия. Теперь установка гранита или кафеля. Ну, покрытие я буду говорить. Как его устанавливать? Вот здесь вот и было изначально очень важно разместить, ну, спозиционировать печку относительно чугунной плиты. Если у вас плита опирается на 2-3 сантиметра на огнеупорный кирпич, то это неправильно. Потому что торчит огнеупорный кирпич за пределы плиты чугунной. Так не должно быть. Все должно быть, ну, как я говорил, по 2-3 сантиметра максимум за пределами чугунной плиты. Значит, вы устанавливаете гранит, ну, покрытие на облицовочный кирпич, на цементно-песчаный раствор, друзья, либо же на плиточный клей. Ты втираешь мне какую-то дичь. Еще раз повторю, на цементно-песчаный раствор, либо на плиточный клей. Никакой глины. Что за херню ты несешь? Ребята, никакой глины. Клей, плиточный клей, самый крепкий. Ваша задача установить, значит, гранит так, чтобы он опирался только на кирпич облицовочный. И если у вас огнеупорный кирпич вот так торчит, то у вас вот это покрытие не должно опираться на него. Ни на раствор, ни на что. Если вы наложите на огнеупорный кирпич цемент, там, хоть глину, неважно, и положите вот так кафель на огнеупорный кирпич и на облицовочный, то, друзья, разорвет. 100% говорю, разорвет. Потому что шамотная топка, она сама по себе должна ходить. А облицовка должна сама по себе. Ну, каждый живет своей жизнью. И они не взаимодействуют. То есть топка, когда нагревается, она поднимается и расширяется. Остывает, опускается и сужается. И так происходит каждый раз, когда вы топите печку. Постоянно, каждый раз, друзья. Не только один раз, а каждый раз. Облицовка при этом остается статична. Поэтому, если у вас плитка лежит на облицовке и на вот этом огнеупорном кирпиче, то она будет каждый раз отставать, лопаться, ломаться, вы будете ремонтировать опять и опять и опять. Поэтому в самом начале очень важно положить плиту чугунную так, чтобы у вас огнеупорный кирпич чуть-чуть выпирал. Что делать, если не получается? Есть выход. Положить базальт на огнеупорный кирпич. Но плитка или гранит все равно должны на клее, плиточном клее или на цементе лежать только на облицовке. Здесь на базальтик опирается. И вокруг плиты минимум 3 мм шов, максимум делайте полсантиметра. Сантиметровый шов некрасиво. Делайте узкий, вот 3-5 мм. Термический зазор. Поставьте вот так картон вокруг плиты, чтобы не сжать, не выдавило ни раствор туда, ничего. Вот. И смотрите, чтобы на вот эту часть огнеупорного кирпича никакого раствора не легло, иначе оторвет ваше финишное покрытие. Я думаю, максимально развернуто и пережевано я преподнес вам этот материал по поводу установки плиты чугунной на печку. Как это все делается. И, друзья,
Перед тем, как устанавливать гранитную плиту или плитку, вы должны сделать краш-тест вашей печки под казан. Положили плиту и закочегарили ее. Вы должны протопить будете хотя бы 2 раза. По часу, по 1,5 при максимальном огне. Так, чтобы аж из трубы огонь вылетал. Для чего это делается? Для того, чтобы огнеупорная топка уничтожила зону напряжения. В каждом агрегате, в каждой печке есть своя зона напряжения. Это закон. Несешь хуйню какую-то. Имеет какую-то одну точку, где самое большое напряжение. Вы должны ее уничтожить, сломать. Ты что, дурак? Это уничтожается перегревом печки. То есть она лопается в этом месте. Вы потом там или замазали, или кирпич вытащили, новый положили. Все. Вы уничтожили эту зону напряжения. Второй раз на следующий день опять протопили, посмотрели. Лопнуло, не лопнуло. Ну, чаще всего уже в другом месте не лопается. Все. После этого вы можете приступать к установке финишного покрытия. Почему? Ну, я думаю, вы уже и сами догадались, почему именно так надо делать. Потому что если вы положите плитки или гранит и затопите ее, вот эта зона напряжения лопнет вместе с вашим финишным покрытием. Это я узнал благодаря тесному сотрудничеству с ребятами, которые устанавливают гранит. Мы с ними сдружились. Они устанавливали плиту гранитную на печку, которую я не делал краш-тест, и на которую я сделал краш-тест. Результаты, ну, сами понимаете, там, где я не делал, лопнуло, там, где делал, не лопнуло. То есть, это было первое мое взаимодействие, оно такое вот плодотворное. И эта информация я с вами делюсь, друзья. Все, это вот ответ на 3-й вопрос. Переходим к 4-му вопросу о трубе. Очень много сейчас людей подошли к завершающему этапу сборки своего барбекю, а именно к сборке дымохода. И у них также возникают вопросы. Какую высоту сделать, какое сечение и какую крышу сделать на трубе. Искрогаситель. Высота трубы зависит от высоты кровли. То есть, если у вас вот такая вот крыша, то высота трубы рассчитывается очень просто. Проводится горизонтальная линия, от нее вниз проводится линия под углом 10 градусов. И вот труба должна проткнуть вот эти 10 градусов. То есть, чем ближе к коньку, тем выше должна быть труба. Ну, если на самом коньке у вас выходит труба, то хотя бы полметра. Также важно обращать внимание, если рядом есть какие-то постройки, ну или соседние дома, там крыши или еще что-то. Тоже надо пройти эту зону турбулентности, или, как правильно говорить, зону ветрового подпора. Что в этих местах происходит? Вот так вот воздух закручивается. Когда ветер проходит, в этом месте разрывается поток воздуха и закручивается. Если у вас труба в этом месте закончилась, то вы попадаете вот в эту зону турбулентности. Она создает воздушную пробку, то есть повышенного там, или пониженного зона давления. И это давление дым не может пробить. Костер пролетает, а дым нет. Мангал будет дымить, ну или камин. Вам надо проткнуть эту зону. Как ее увидеть? Очень просто, друзья. Вам надо взять либо сигарету, либо дымящую палку, подняться на крышу и попробовать, ну, пошаманить, так сказать. Да. Дымящей палкой вы увидите это место. То есть, как вы, допустим, держите здесь палку, да, у вас дым вот так крутится. Ну, желательно подальше от себя, чтобы тело ваше не создавало турбулентной зоны. Смотрите на характер поведения дыма. Если дым идет вот так вот, крутится, вертится, значит, это зона турбулентности. Поднимаете, поднимаете. Как только дым стал вот так флагом по ветру, ну вот в каком направлении ветер дует, как только дым вот стал, значит, все, вы прошли зону турбулентности. На вот эту высоту вам надо будет поднять трубу. А теперь, значит, сечение трубы, друзья. Минимально ставьте сечение 27 на 27 сантиметров. Это кирпич на кирпич. Метр, портал 27 сантиметров. 1,20 м
делайте 40 на 27. Ну и так далее. Если там 2 метра, то значит 50 сантиметров сечения дымохода. То есть есть таблицы, по которым делается расчет соотношений пропорций сечения портала, размеры портала и сечения дымохода. Чем больше проем, тем, значит, больше и труба должна быть. Это логика. И также еще часто задают вопросы, если высоту я могу сделать метр, да, хочется вот метровой высоты вот такой вот портал, чтобы был. Можно делать. Вам надо перелом зуба привязывать к верхней части портала. Чем выше портал, то есть верхняя вот эта часть зуба, она как привязана на резинках должна быть. Вот. Это все взаимосвязано. Это немножко отступление от темы, да? Теперь, значит, чем закончить трубу? Какая должна быть крыша у трубы? Вот такой вот формы. Четырехскатная труба на 4 ножках. Высота ножек должна быть минимум 15 сантиметров, 15-20 сантиметров, максимум 25 сантиметров высота ножек от оголовка дымохода. То есть, почему именно так? Чтобы ветер с любой стороны, откуда бы он ни дул, он свободно выдувал дым из трубы. Но если вы сделаете трубу, очень часто я вижу такие трубы, это неправильно так делать. Я не знаю почему, но люди делают такие трубы. Но из практики я вам говорю, что эта труба не работает при перемене ветра. То есть в одном направлении ветра эта труба работает, в другом направлении ветра труба не работает. Это вот такой вот одноканальный, да, выход. То есть в одном направлении. Закрыта с двух сторон труба, открыта с других, двух сторон. Такой способ не работает. Если ветер дует вот так, задувает в эти дырки, да, то дым будет вытягивать. А если ветер подует с другой стороны, то он закроет вот эти дырки, и дым будет создаваться воздушные пробки. Дыму очень тяжело будет пройти через это. Поэтому на 4 стороны должно быть выход дыма. Или роза ветров. Это когда вот так вот по кругу кирпичи стоят. То есть с любой стороны ветер, он выдувает этот дым. Что такое искрогаситель? Это вот как раз и есть вот этот домик. То есть это не какие-то там сетки или решетки или еще что-то. Просто домик. Крыша на трубе является искрогасителем. Если ее нету, то все искры, которые вылетают в трубу, они летят там на 3-4 метра, ветер их уносит, и эти искры опускаются, там может возникнуть пожар. Если там стог сена, да, лежит, или в огороде трава высохла, то может возникнуть пожар. Вот эта крыша, она не дает этим искрам вылетать высоко вверх и летать по вашему участку. Она бьется об эту крышу и, соответственно, опускается сразу же либо на крышу, либо просто гасится. Ее скорость гасится, искрогаситель. То есть гасится скорость, гасится его энергия, он часть энергии отдает на прогрев этой крыши на трубе, соответственно, быстро очень теряет свою тепловую энергию, скорость, сыпется. На крыше ничего не произойдет. Даже если у вас мягкая кровля, там рубероид лежит, не загорится от этих искр. Они уже такую энергию не имеют. В Хамышках ребята звонят и говорят, что-то твой мангал дымит. Я в шоке, как он дымит. Вот, показывает видео, реально отсюда прям не просто там чихает, а прям стабильно. То есть весь дым, весь костер, который шел в мангал, он вот отсюда. Как будто бы взяли и трубу перекрыли. Мне пришлось приехать. Я когда ехал, я уже понял, в чем причина. Что поставили маленькую сетку, где-то 4 миллиметра очко было этой сетки. Вся сетка была забита 2-сантиметровым слоем пепла. То есть жгли какую-то бумагу, я вообще не знаю, там рабочие работали, что они там жгли в этом мангале, хрен его знает. Никто не знает. И вот этот слой пепла прям как вата налип, как вот тополиный пух, знаете.
И я вот эти сетки, пришлось мне вырезать их. То есть разбирал, залазил наверх, разбирал этот дымарь весь, сетки вырезал, все нормализовалось, все заработало. Вот. Я прям брал кочергой, вот так искры создавал специально, все это вылетало. Искры в трубу уже не вылетали, потому что это очень сложно сделать, чтобы вылетели такие искры из трубы, которые зажгли бы что-то вокруг. Эти искры бились об дымарь, там они закручивались, и уже вылетал чистый дым. На соседний участок шел чисто дым, без всяких искр. Тем более там вокруг одни срубы из дерева, крыши, мягкая кровля. И под этим дымарем мягкая кровля. Уже несколько лет прошло, никто ничего не загорелся, там все нормально. Вот, друзья, я думаю, развернуто я вам дал ответы на 4 самых злободневных вопроса. Спасибо за то, что подписаны на мой канал. Ну, а те, кто не подписался, прошу вас сделать это прямо сейчас. Подписаться на мой канал, нажать колокольчик оповещения и поставить лайк. Желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч на моем канале в моих новых видеороликах. Все, я с вами прощаюсь. Всем пока.